Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Пироги, пирожки, кулебяки, блинчики и другие мучные изделия готовят с разнообразными начинками, как сладкими, так и несладкими. У меня на канале уже есть проверенные годами рецепты блинов и блинчиков. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку на плейлист я оставлю в описании. А сегодня хочу предложить вам сразу 5 самых вкусных, сочных и очень аппетитных мясных начинок на любой вкус. Рецепт первый. Начинка из мясного фарша. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла и обжариваем до золотистого цвета 2 крупные луковицы, нарезанные мелкими кубиками. Пережаренный и недожаренный лук в начинках имеет неприятный вкус, а лук, поджаренный до золотистого цвета, имеет сладковатый вкус и очень приятный аромат. Добавляем к нему 500 граммов любого мясного фарша. У меня смешанный свинины и говядины. Готовим мясо на сильном огне, постоянно помешивая и разбивая мясные комочки. Обжариваем фарш до полной готовности и мягкости, но ни в коем случае не засушиваем мясо. При необходимости можно влить в сковороду немного воды, бульона или молока и потушить под крышкой. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец. Готовый обжаренный фарш с луком при желании можно пропустить через мясорубку для большей нежности и однородной консистенции. Начинку можно оставить и в таком виде или приготовить несколько вариаций с добавлением отварных яиц, сыра, отварного риса, обжаренных грибов, картофельного пюре, тушеной капусты или свежей зелени. Обжариваем мясо до тех пор, пока в сковороде не останется мясного сока, но при этом начинка будет еще очень сочной. Отключаем плиту, натираем в мясной фарш вареные яйца, перемешиваем, и начинка готова. Для блинчиков любые начинки можно использовать в горячем виде, а для изготовления пирожков, пирогов и кулебяк их обязательно надо остудить до комнатной температуры. Рецепт второй. Начинка из куриного мяса с грибами. В сковороде разогреваем 50 граммов сливочного масла и на нем обжариваем 1 крупную луковицу, порезанную мелкими кубиками. На сильном огне, постоянно помешивая, жарим лук до золотистого цвета. Добавляем 200 граммов нарезанных грибов. У меня свежие шампиньоны. И вместе с луком обжариваем до тех пор, пока испарится грибной сок. Можно использовать любые грибы – свежие, отварные, замороженные или консервированные. Обратите внимание, что во время обжаривания грибы уменьшатся почти в 2 раза. Как только грибочки станут золотистыми, добавляем к ним 1 среднюю морковь, измельченную на крупной терке. Все перемешиваем и тушим до мягкости моркови. К овощам добавляем 500 граммов куриного филе или другого куриного или индюшиного мяса, порезанного очень мелкими кусочками, или куриный фарш. Постоянно мешая, не убавляя нагрев, обжариваем, пока филе полностью побелеет. По вкусу добавляем соль и перец. Смешиваем. И как только в сковороде не останется мясного сока, всыпаем 1 столовую ложку муки и обжариваем вместе с мукой. Вливаем сливки или добавляем сметану и немного тушим. Количество сливок корректируйте на месте. Нам нужна густая и при этом сочная начинка. В этот момент нагрев убавляем и даем начинке загустеть. Она должна быть вязкой. В результате я использовала не менее 100 граммов сливок. После остывания начинка станет еще гуще. Попробуйте ее на вкус и при необходимости добавьте соль и, если хотите, зелень. Как и в предыдущем рецепте, по желанию начинку можно пропустить через мясорубку, чтобы получить более однородную текстуру. Рецепт третий. Начинка из отварного мяса с капустой.
Разогреваем в сковороде 2 столовые ложки растительного масла и на сильном огне обжариваем до золотистого цвета 1-2 крупные луковицы, нарезанные мелкими кубиками. Прежде чем всыпать капусту, по желанию к луку можно добавить грибы или 1 некрупную морковь. К обжаренному луку добавляем 300 граммов нашинкованной свежей капусты, перемешиваем и накрываем крышкой. Немного убавляем нагрев. Вливаем совсем чуть-чуть воды, чтобы капуста слегка обмякла, и тушим. Как только жидкость испарится, всыпаем по вкусу соль, перец и еще немного держим под крышкой до тех пор, пока капуста станет мягкой и не будет хрустеть на зубах. В этот момент добавляем отварное и нарезанное мелкими кубиками мясо. У меня телятина, которую я сварила накануне и оставила в бульоне на ночь. Все вместе обжариваем. Вместо говядины можно использовать уже готовый фарш, курицу, мясо домашней птицы или печень. Подойдет отварное, обжаренное или запеченное мясо. В крайнем случае можно взять сырое и обжарить его вместе с капустой до готовности. Помимо свежей капусты прекрасно подходит квашеная. Если она сильно кислая, промойте, отожмите ее. И далее все точно так же. Соотношение капусты и мяса полностью на ваше усмотрение. Но помните, начинка не должна быть сухой. Она всегда должна оставаться мягкой и сочной. В дополнение к этой начинке можно добавить пару отварных яиц или обжаренные грибы или зелень. Обязательно попробуйте ее на вкус и при необходимости досолите. Как только начинка станет красиво золотистой, она готова. Для пирогов и пирожков не забудьте ее остудить. Рецепт 4. Начинка из куриной печени. В сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного масла и добавляем кусочек сливочного, буквально 25 граммов. Обжариваем в нем до золотистого цвета 1-2 луковицы, порезанные мелкими кубиками. Хочу заметить, что с добавлением сливочного масла лук даже пахнет по-другому, намного вкуснее, чем просто на растительном. При желании эту начинку можно готовить с грибами, которые следует хорошо обжарить. Как только лук поджарится, добавляем 1 некрупную морковь, натертую на терке. Обжариваем на сильном огне до мягкости моркови. Затем добавляем 500 граммов куриной печени, нарезанной кусочками не крупнее 1 сантиметра. Перемешиваем и обжариваем, не уменьшая нагрев. Вместо куриной печени можно взять говяжью или свиную, но последнюю необходимо вымочить в воде или молоке в течение нескольких часов. Печень готовится очень быстро, не пересушите ее. Начинка должна остаться сочной. На этом этапе добавляем соль, перец. И доводим до момента, пока вся жидкость испарится. Желательно все начинки готовить в широкой посуде. Рассыпаем поверх печени неполную столовую ложку муки. Перемешиваем. И добавляем пару столовых ложек сметаны или немного сливок. Поскольку мы добавили муку, то сметану или сливки вливаем по чуть-чуть и ориентируемся на густоту начинки. Убавляем нагрев и тушим не более 1 минуты. В результате я добавила примерно 50-60 граммов сливок. Благодаря муке и сливкам мы как бы запечатываем всю сочность и тем самым сдабриваем начинку. Она получается густой и при этом сочной. Как и в первом рецепте, печень можно измельчить на мясорубке или с помощью блендера и оставить начинку в таком виде, а еще добавить отварные яйца или смешать с картофельным пюре. Рецепт 5. Начинка из ветчины с грибами и сыром. Разогреваем в сковороде 2 столовые ложки масла и на сильном огне обжариваем крупную луковицу до золотистого цвета. Добавляем 200 граммов нарезанных грибов и снова жарим до полного испарения грибного сока. Затем добавляем 250 граммов ветчины, нарезанной мелкими кубиками, и обжариваем 2-3 минуты. Следом идет 100 граммов сметаны. У меня жирностью 20%, но можно взять и сливки. Убавляем нагрев и перемешиваем.
Как только начинка слегка загустеет, выключаем огонь и снимаем сковороду с плиты. Уже в таком виде она полностью готова и очень вкусная, но я еще хочу добавить сыр. И прежде чем это сделать, начинку надо остудить, чтобы сыр не расплавился. Для этого ее можно переложить в другую посуду и вынести на холод. Я же помещаю сковородку в емкость с ледяной водой и периодически помешиваю. В холодную начинку добавляем 100 граммов натертого сыра, смешиваем, и все готово. Солить эту начинку не надо, все в меру за счет соли самой ветчины и сыра. Такая начинка отлично подходит для маленьких закусочных пирожков, блинчиков, кулебяк и даже пиццы. Кроме того, каждая из начинок – это отличная идея для обеда или ужина. Остается только приготовить гарнир. А еще из них можно сделать быстрые ленивые пирожки, используя тонкий лаваш. Разложите начинку на широкие полоски лаваша, сверните треугольником и обжарьте на сковороде. Друзья, я очень надеюсь, что вам пригодятся эти рецепты и мои советы. И помните, что вкус начинки напрямую зависит от качества продуктов и от способа их приготовления. Желаю всем приятного аппетита! Дорогие мои, оценивайте видео, оставляйте отзывы и напишите, какая из начинок вам больше всего понравилась. Остались вопросы? Задавайте. И если не хотите пропустить мои новые видео, подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!